у вас девочка». Дима думал, что сойдет с ума от счастья. Они так долго ждали этого момента, так надеялись, что когда-нибудь такие слова все-таки прозвучат. И вот, дождались. «Как Таня, жена? Как малышка?» Роды были тяжелыми, но сейчас все в порядке. Мама отдыхает. Вечером дочка будет уже с ней. Дима схватил врача в объятия и долго не отпускал. Тане 2 раза ставили бесплодие. Они уже почти смирились. И тут Дима вспоминал, как жена сообщила ему о беременности. С утра она почувствовала себя плохо. Так плохо, что Дима настоял, чтобы вместо работы она пошла в поликлинику. Вернее, поехала с ним. Они подъехали к поликлинике, и он уже собирался пойти с ней, но тут позвонили с работы. На линии авария, срочно нужна его помощь. «Дима, езжай, но я же не маленькая, сама доктору все объясню». Муж чмокнул ее в щеку и быстро сел в машину. «Обязательно позвони и расскажи, что тебе скажут». Таня смотрела на удаляющуюся машину и думала, что ей очень повезло с мужем, заботливый, спокойный, при этом всегда и все решает. Таня не помнила случая, чтобы ей сантехника пришлось вызывать или думать, как лучше шкаф поставить. Всегда и всем занимался Дима. Она только говорила, что ей хочется. Спустя пару часов, когда Таня сдала все анализы и даже успела выпить кофе из автомата, ее пригласил в свой кабинет доктор. «Я, конечно, многое видел, но чтобы при 2 раза поставленном бесплодие и беременность, наверное, еще не видел». Таня смотрела на него и ничего не понимала. О чем он? Наверное, о предыдущей пациентке. Но доктор смотрел на нее. Таня замерла, сердце заколотилось. Она осторожно спросила: «Доктор, вы о чем сейчас?» «Я вас поздравляю, у вас срок 12 недель». Таня не верила, но когда на УЗИ к ней повернули монитор, и она увидела этот маленький комочек, в котором еще мало что можно рассмотреть, то Таня заплакала, так что было никак не остановить. Доктор даже перепугался. «Что с вами? Вы не хотите этого ребенка?» «Вы что? Конечно, хочу!» Дима переживал на работе. Не выдержал, сам позвонил. «Таня, ну что там у тебя?» «Дима, я еще в больнице, но ничего страшного. Нужно больше гулять, больше спать, а самое главное – больше есть». Уже потом Дима задумался, а почему больше есть? Таня никогда не была пышкой, но и худышкой ее не назовешь. Иногда она даже пыталась садиться на диету, но Дима ругался, и она бросала это неблагодарное занятие. Может быть, что-то нашли? Какое-то заболевание, при котором нужно есть что-то определенное. До конца рабочего дня Дима был как на иголках. Ему нужно было домой, чтобы все выяснить. Таня что-то скрывала от него. От волнения и переживаний за любимую женщину у него все падало из рук. В итоге начальник сказал, чтобы он шел домой. Дима подъехал к дому, попытался успокоиться. Нужно вести себя так, чтобы Таня знала, что бы ни случилось, он всегда будет рядом. Дима поднялся. По подъезду шел такой запах. Он втянул носом воздух. Кто-то готовил курочку в духовке. Он очень любил зажаренную в духовке курочку, но Таня готовила ее только по праздникам. Говорила, что если кушать часто, то она быстро надоест. Открыл дверь и понял, что запах из их квартиры. Он остановился. Так, что он забыл? День знакомства нет, день свадьбы нет. Что же он пропустил? Какой праздник? Пока он лихорадочно перебирал даты, в прихожую вышла Таня. Она была такая красивая, прическа, макияж. Дима опустил голову. Значит, точно какая-то дата, а он дурак. Они прошли на кухню. Стол был сервирован не хуже, чем на Новый год. «Таня, прости меня, я не помню, что сегодня за праздник». Дима виновато смотрел на нее, а Таня засмеялась. «Не переживай, этот праздник только сегодня. Раньше мы его не отмечали, потому что его не было». Дима вообще перестал что-либо понимать. «Таня, я ничего не понимаю. Праздник сегодня, первый раз. А что за дата такая? Вроде же ничего не случилось. Садись». «Да я постою пока. Рассказывай». «Дима, давай ты лучше сядешь».
У Тани было настолько загадочное лицо, что Дима уже согласен был на все. Он сел. «Сегодня ты узнал, что скоро станешь папой. Разве не повод?» «Я узнал что?» «Таня, не смешно». «В смысле? Таня!» До Димы наконец дошло. Он смотрел на Таню и не мог пошевелиться. «Дима, может, ты меня уже обнимешь?» Таня надула губы. Дима сорвался со стула, схватил ее на руки и закружил по квартире. Таню и Мариночку выписали, и с первого дня им было просто не поделить ребенка. Дима спешил с работы, он всегда сам вечером кормил, укладывал дочку. Таня ревновала, и в итоге они все делали вместе. Дима искренне полагал, что так будет всегда. Марина росла, играла. Таня много занималась с ней, и девочка уже в 4 года знала все буквы и цифры. Дима смеялся, говорил, что ждать пришлось им долго, потому что свободных вундеркиндов не было. Марине было уже 5 лет, когда в их семью пришла беда. Пришла как-то неожиданно, подкралась незаметно. Первый раз Дима обратил на странное поведение Тани на пикнике. Они часто выезжали за город, жарили шашлыки, ловили рыбу. И в этот раз они тоже были на красивом речном бережке. Дима с дочкой пытались поймать рыбку, а Таня должна была приготовить уху. Но когда дело дошло до ухи, Таня попросила Диму заняться ей. Сказала, что не очень хорошо себя чувствует. Дима тогда подумал, что Таня просто заболела. Ну, мало ли, простудилась. Но температуры не было, никаких симптомов. Просто Таня была какой-то вялой. Ничего ей не хотелось. Приехали домой, и Дима все чаще стал замечать, что жена ложится отдохнуть. Таня как-то стала очень уставать. Она буквально мыла несколько тарелок и садилась отдохнуть. Под глазами появились черные круги. Она очень похудела. Дима настоял на том, чтобы Таня легла на обследование. В один из дней, когда Дима был на работе, а дочка в садике, ему позвонил лечащий врач Тани. «Добрый день. Мне нужно с вами поговорить. Когда вы сможете подъехать?» По голосу доктора Дима понял, что возникли какие-то проблемы. «Я сейчас отпрошусь и сразу приеду. Жене не говорите, что я вас пригласил. Потом решите, что ей сказать». У Димы как-то нехорошо стало на душе. Что-то случилось, что-то нехорошее. Он сел в машину, никак не мог попасть ключом в замок зажигания. Так, надо успокоиться. Еще ничего не знает, а так разнервничался. Через минуту Дима тронулся, через 15 минут уже шел по направлению к кабинету доктора. «Дмитрий, порадовать мне вас нечем». Доктор не смотрел на Диму, и его это очень пугало. «У вашей жены рак, очень запущенный. Мы уже ничего не сможем сделать. Ей осталось не больше полугода». У Димы потемнело в глазах. «Как? Ей всего 37 лет. Что он говорит?» Он смотрел на доктора полными слез глазами. «Нет, этого не может быть. Не может». Таню он забрал домой через день. Она ничего не спрашивала, просто лежала. Дима сам научился делать обезболивающие уколы. Он никогда при Тане не унывал, всегда улыбался ей, старался ободрить. Но Таня была умной женщиной, она все понимала. Все время, пока Маринка бывала дома, после садика, в выходные дни, они с Таней проводили вместе. Маринка ей показывала свои игрушки, они много разговаривали. Она часто так и засыпала, обняв маму ручками. Марина спала, а Таня не шевелилась. Только по щекам часто текли слезы. Через 3 месяца Тане стало совсем плохо. Она стонала и не открывала глаз. Дима вызвал скорую, ее забрали в больницу. Маринку он отвел к соседке, она часто их выручала, а сам поехал с женой. Марина плакала. «Папочка, возьми меня с собой, ну, пожалуйста, как мама там без меня? Она же будет скучать и плакать». «Доченька, я обязательно приеду за тобой, и мы завтра навестим нашу маму. Ты возьмешь свои любимые игрушки и обязательно поиграешь с мамой». «Пап, ты обещаешь? Мама меня дождется?» А Ленка из соседнего подъезда говорила, что моя мама скоро совсем от нас уйдет, на небо. Дима был готов убить эту Ленку из соседнего подъезда. «Марина,
Мама тебя дождется, она никуда не уйдет. В больнице Тане поставили капельницы, и она пришла в себя. Она молчала, просто держала Диму за руку, потом тихо заговорила. «Дима, ты не женись сразу. Дай Маринке время немного привыкнуть. Думаю, год-два она оправится». «Таня, что ты такое говоришь?» Дима откровенно плакал. «Не перебивай, не балуй очень, а то она и так из тебя веревки вьет. Обязательно запиши ее в кружок танцев, а то Маринка просто бредит ими. И перестань плакать. Дочка не должна видеть твоих слез. Привези завтра ее, пусть побудет немного. Хочу на прощание с ней побыть». Дима вышел из палаты. Таня уснула, ей сделали какой-то укол. Он сел на стул в коридоре, обхватил голову руками, так и сидел. Подошел доктор. «Дмитрий, мне очень жаль, но это последний день-два. Таня сейчас держится только за счет капельниц, но они перестанут скоро помогать». Утром они с Мариной приехали в больницу. Марина сразу кинулась к матери. «Мамочка, мамочка моя!» Она гладила Таню по волосам. Таня улыбалась. Ей очень тяжело давалась улыбка, но она старалась. «Мамочка, можно я с тобой тут побуду?» «Конечно, можно, солнышко». Марина что-то тихо рассказывала Тане. Таня негромко отвечала. Дима стоял у окна. Как же они будут жить без Тани? Как он будет жить без нее? Таня для него была всем. Они познакомились сразу после школы. Познакомились в парке, когда у Тани порвалась босоножка, и она в растерянности стояла на одной ноге и не знала, что ей делать. Дима предложил девушке присесть, а сам сбегал в ларек за клеем. Прямо в парке подклеил ей босоножку и сказал: «Ну, до дома дойдете». Девушка с интересом его рассматривала, а потом спросила: «Ну, а пока мы съедим мороженое, она выдержит?» Они тогда провели вместе остаток дня. Да и вообще, с того момента не могли долго находиться друг без друга. Любовь с первого взгляда. Так бывает. Поженились сразу, как исполнилось 18. «Мама, мамочка, что ты молчишь? Ты уснула?» Дима обернулся. Он сразу все понял. Марина держала за руку Таню, а Тани больше не было. Он не мог сделать шаг, не мог вдохнуть воздуха. Он просто смотрел на лицо любимой женщины и понимал, ее больше нет. Девочка обернулась на папу и сразу все поняла. «Мамочка!» Марина пронзительно закричала и стала трясти Танину руку. В палату забежал доктор. Дима схватил вырывающуюся Марину на руки и выбежал из палаты. Ему с трудом удалось остановить истерику. Она кричала. Кричала так, что ее было слышно во всей больнице. Он ее пытался удержать, что-то шептал, но Марина кричала «мама» и никого не слышала. Они сидели в коридоре. Марина тихо плакала у него на руках, а Дима гладил ее по волосам и смотрел в никуда. Из палаты вышел доктор. Дима посмотрел на него с надеждой, но он покачал головой и сказал: «Мне очень жаль». Похороны, слезы, боль. Марина была с ним. Она не соглашалась оставаться с соседкой. Стало немного легче, когда из другого города приехала сестра Димы, но она смогла побыть всего неделю. На кладбище Дима не хотел брать Марину, но потом понял, что девочка никогда не простит его. Он переживал за ее психику, но она молчала. Она держала его за руку и смотрела на маму. Просто смотрела, пытаясь запомнить ее лицо. Они плакали, обнявшись. Просто плакали и ничего не говорили. Тогда он не обратил внимания на то, что Марина молчит. Думал, стресс. А через день начал беспокоиться. Он задавал Марине какие-то вопросы, но девочка молчала в ответ. Он никак не мог понять, что это. Это случилось что-то с ней, или просто она не хочет пока разговаривать. Когда дочь не сказала ни слова за 3 дня, Дима понял, что в дом пришла новая беда. Прошла уже неделя после похорон, и он решился отвезти Марину к врачу. С того самого момента, когда она закричала в палате, она не произнесла больше ни одного слова. Дима думал, что это из-за стресса. Но прошла неделя, а Марина так и не заговорила.
Он пытался с ней разговаривать, спрашивал, может быть, что-то болит, но Марина на все отвечала кивком головы, нет или да. Она просто молчала, не мычала, ничего. Было такое ощущение, что Марина не хочет разговаривать, просто не хочет. Доктор долго осматривал Марину, смотрел результаты анализов, потом отправил девочку играть в детский уголок, а сам начал разговор. Такое бывает. Вылечить это нельзя. Только когда сам мозг снимет такой запрет, то ребенок сможет говорить. Только положительные эмоции, много внимания. Но хочу вас предупредить, исцеление может прийти через неделю, а может и через несколько лет. И чем больше не разговаривает девочка, тем труднее ей будет потом начать. Дима, когда они с Мариной возвращались домой, думал о том, что в последнее время что-то слишком много несчастья для такой маленькой семьи. Время шло. Марина так и не разговаривала. Дима всерьез опасался, что его доченька не сможет ходить в школу вместе со сверстниками. Она хорошо писала, рисовала. Он отдал ее на танцы, как говорила Таня, и Марина с удовольствием занималась. Преподаватель говорила, что им нельзя бросать танцы, так как девочка делает хорошие успехи. Дима гордился своей девочкой, но когда целовал ее на ночь, то каждый раз надеялся, что утром дочь обязательно что-нибудь скажет ему. Но чуда не происходило. Была середина лета, нужно было что-то решать со школой. Но что? Дима просто не знал. Ему часто снилась Таня. Вот и сегодня. Во сне он не помнил о том, что Тани нет. Он разговаривал с ней. Они решали какие-то вопросы. Дима, когда просыпался, долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь снова уснуть, чтобы еще немного побыть женой. Почему-то в конце сна она всегда уходила, а он никак не мог ее догнать. Вот и сегодня проснулся от собственного крика. Полежал немного. Решил, что нужно съездить на кладбище. Не было уже неделю. На кладбище было тихо, очень тихо. Он сел на лавочку, смотрел на памятник. Таня улыбалась на фотографии. Фото было сделано на одном из пикников, которые они так любили, примерно за полгода до того, как они узнали о болезни Тани. У Марины через неделю день рождения. Дима решил, чтобы этот день рождения запомнился девочке навсегда. Это был первый день рождения без мамы. Дима придумал целую программу. Сначала они пойдут гулять в парк и на карусели. Лето, выходной день, развлечений на весь день хватит. А чуть ближе к вечеру в детской игровой комнате их ждет праздник. Там будут любимые герои Марины из тех мультиков, которые она постоянно смотрит, и девочки из группы танцев. Марина ничего не знала о приготовлениях отца. Он хотел сделать ей сюрприз. С утра он нарядил свою доченьку. Только вчера купил ей пышное платье, которое она не видела. Марина была рада, кружилась перед зеркалом, хлопала в ладоши и целовала папу. Он наблюдал за ней, и на глаза наворачивались слезы. Как жаль, что Таня не видит свою красавицу. Она уже такая большая. В последнее время Дима стал каким-то нервным. Наверное, все из-за неопределенности. Никто из докторов так и не смог сказать, заговорит ли Марина вообще. 2 дня назад он сорвался. Ему так стыдно, так больно потом было. Они завтракали. Марина протянула руку по направлению к соку. Он всегда понимал, что ей нужно. А в этот раз почему-то его как будто захлестнуло. «Марина, неужели так трудно попытаться сказать «сок»?» Девочка испуганно отдернула руку. «Ты даже не пытаешься, даже не стараешься. Ну попробуй хотя бы!» Дима почти кричал. Марина убежала с кухни. Он понял, что идиот, что нельзя так. Пошел за дочерью. Она тихо плакала на своей кровати. «Марина, доченька, прости меня. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, устал. Я никогда больше не буду повышать голос. Прости». Они долго сидели, обнявшись. Он гладил Марину по худенькой спинке. Она доверчиво прижалась к нему. Слезы еще долго капали из глаз. Но потом они помирились. Дима дал себе слово, что никогда больше не обидит Марину. Ему было стыдно, так стыдно, и даже спустя несколько дней стыд никуда не пропал.
Поэтому Дима и решил, что устроит Марине в день рождения настоящую сказку, такую, чтобы девочка помнила этот день рождения очень долго. Подготовка была тайной. Очень сильно Диме помогала преподавательница по танцам. Это была приятная молодая женщина, которая очень жалела Марину. Она сама предложила помощь, когда Дима поделился с ней своими планами. «Дмитрий, давайте я вам помогу с организацией праздника. У меня есть свободное время. Я знаю всех родителей моих девочек. Поговорю, попрошу, чтобы они привезли их на праздник. Да и сам праздник организую. Мне совсем не сложно». Он сначала отказывался, но потом сказал: «На самом деле вы бы меня очень спасли. Пока Марина в саду, я на работе, а потом с ней ничего тайно не сделать. Она мне очень догадливая». Только благодаря ей Марина занималась танцами. Диме везде отказывали, когда узнавали, что девочка не разговаривает. Говорили, что нужно сначала вылечиться, а потом уже о танцах думать. Дима показывал бумаги, говорил, что это не болезнь, а последствия стресса, но педагоги были неумолимы. Этот кружок был последним. Дима решил, что если здесь откажут, то больше и пытаться не будет. Но преподаватель, симпатичная черноволосая женщина, выслушала его и сказала: «Давайте сделаем так. Вы приводите свою дочь, 2-3 занятия я на нее посмотрю. Если ей понравится, она не будет чувствовать дискомфорт, то, конечно, пусть занимается. Нельзя лишать ребенка всего только потому, что она не смогла справиться с горем». Первые занятия Дима слонялся по коридору. Иногда заглядывал в щелочку двери. Марина танцевала, учила какие-то элементы. Она очень старалась. Преподаватель уделяла ей много внимания и спустя 3 занятия сказала: «Марина будет учиться. У нее все получается, и я вижу, что ей нравится. Поэтому пусть остается, а дальше будет видно». Сегодня они начали с каруселей. На каких-то катались вместе, на каких-то Марина каталась одна, а Дима ждал ее у заборчика. Они даже прокатились на колесе обозрения. Дима страшно боялся высоты, но ему пришлось согласиться, так как Марина просто насильно затащила его на этот аттракцион. Девочка весь день улыбалась. Они уселись отдохнуть, съесть мороженое. Прямо напротив располагался летний тир. Главным призом был большой медведь. Марина засмотрелась на него. Он был розовый, с огромным бантом на шее. Пока они ели мороженое, к тиру подошел молодой парень с девушкой. Они весело смеялись. Девушка подкалывала парня, что он решил на ней сэкономить и не покупать подарок, а выиграть его в тире. Парень стал стрелять. Девушка хлопала в ладоши, когда он попадал. Марина встала с лавочки и подошла к ним поближе. Она смотрела то на парня, то на девушку, но больше всего ее интересовал тот огромный медведь. Парень заметил взгляд Марины, переглянулся со своей девушкой. Не прошло и 15 минут, как медведь был в руках у парня. Марина горестно вздохнула и пошла к папе на лавочку. Парень снова посмотрел на свою девушку, она чуть заметно кивнула. Догнал Марину и присел перед ней на корточки. Кивнул на медведя. «Нравится?» Марина кивнула. Парень протянул ей мишку и сказал: «Держи, это тебе». У Марины глаза стали круглыми. Она посмотрела на папу. Дима улыбался. Он подошел, когда увидел, что парень остановил Марину. Тогда Марина взяла мишку, крепко-крепко его обняла и сказала: «Спасибо». У Димы сердце пропустило удар. Он упал на колени перед дочкой. «Марина, Мариночка, Марина, ты говоришь. Повтори, скажи что-нибудь». Марина смотрела на папу. «Спасибо». «Ой, папа». Дима откровенно плакал и прижимал к себе дочку. Парень и девушка смотрели на них, ничего не понимая. Он пригласил их в кафе, а когда немного успокоился, рассказал, объяснил свое поведение. Марина уже долго не разговаривала. Врачи только руками разводили, говорили, что такое не лечится. Говорили, что она сама должна заговорить. Я уже отчаялся. Сегодня у нее день рождения, а скоро в школу. И тут вы с Мишкой. Марина сказала спасибо. Я не поверил.
думал, что ослышался. Парень сказал, что он очень рад, что этот Мишка доставил девочке искреннюю радость. Они попрощались и ушли. Дима наблюдал за дочерью. Она увлеченно что-то рассказывала такой же маленькой девочке, как сама. Рассказывала, видимо, историю про Мишку, так как постоянно на него показывала. Дима был счастлив, настолько, что чуть не забыл про праздник, который их ждал. Он позвал Марину, они поехали в детский центр. Там их встретили громкими криками дети, которых Дима пригласил втайне от дочери. Марина была счастлива. Когда она увидела всех своих друзей, повернулась к отцу и сказала: «Папочка, спасибо большое». Тут уж замолчали все вокруг. Взрослые и дети изумленно смотрели то на Марину, то на Диму. А потом все бросились обнимать девочку. Начался настоящий кавардак. Все что-то пытались спрашивать у Марины. Она отвечала. Девчонки хлопали в ладошки, а Марина звонко смеялась. Она кричала наравне со всеми. Это было просто прекрасно. Наташа, так звали преподавателя, была рада чуть ли не больше, чем Дима. Дима никогда не замечал, насколько красивые глаза у Наташи. Да если честно, то он ничего вокруг не замечал, обеспокоенный только молчанием Марины. А сейчас, когда стало все хорошо, он понял, что ведь нравится Наташе. Женщина пыталась это скрыть, но у нее не очень получалось. Наташа тоже нравилась Диме, но ни о чем большем он не думал. В его душе была только Таня. Может быть, потом, когда-нибудь, он и сможет подумать о ком-то другом, но не сейчас. К нему подбежала Марина. Она была раскрасневшаяся, глазенки сверкали, бант сбился на бок. Она была счастлива. «Папочка, здесь так весело! Это самый лучший день рождения! Мне столько подарков подарили!» Марина округлила глаза. «А как мы все увезем домой? Мы же сможем все забрать?» «Конечно, доченька, конечно, мы увезем все подарки». Вечером Марина никак не могла улечься. Она снова и снова пересказывала папе все, что происходило на празднике. Дима уже забыл, какой голос у его дочки, поэтому был согласен вообще не ложиться, а слушать и слушать ее рассказы. Марина сидела у него на коленях, рядом на диване сидел огромный розовый мишка, тот самый, который помог Марине снова заговорить. Дима 5-й раз слушал, что Катя подарила ей куклу, а Галя набор принцессы, а Катя сказала, что ее подарок лучше, и девочки чуть не поругались, а Наталья Сергеевна подарила ей огромную книгу с красивыми картинками и большими буквами. Марина пообещала папе, что завтра обязательно почитает ему эту книгу. Дима слушал, кивал, иногда задавал вопросы, на которые тут же получал ответы. Дима улыбался. Марине хотелось рассказывать, хотелось говорить, а ему хотелось ее слушать. Речь Марины становилась все медленнее, слова все тише. Скоро она замолчала и засопела. Дима долго еще так сидел. Он не переносил Марину на кроватку, просто сидел, обняв дочь. Марина спала, а Дима мысленно разговаривал с Таней. «Вот, Танюша, девочка наша совсем большая, через месяц в школу пойдет. Она справилась, победила себя и снова разговаривает. Наша Марина будет хорошо учиться, я в это верю. Ты бы гордилась своей девочкой, нашей девочкой». За окном стало совсем темно. Дима бросил взгляд на часы. Уже час ночи. Он осторожно поднял Марину. Она даже не пошевелилась. Набегалась сегодня, устала. Перенес ее на кровать, укрыл одеялом и поцеловал. Марина была такой маленькой, такой беспомощной во сне. Его крошка, его любимая девочка. Девочка во сне обняла его за шею и прошептала: «Папочка, ты у меня самый лучший». И сразу снова засопела. Дима улыбнулся. Нужно тоже поспать. Завтра еще к доктору нужно съездить, Марину показать и закрыть историю болезни. Теперь его девочка разговаривает. Не нужно будет постоянно ездить на осмотры, которые Марина так не любила. Да и он, признаться, тоже. Он лежал, а уснуть никак не получалось. Думал, вспоминал. Сегодня он понял, что отпустил Таню. Все время, пока Марина молчала, он мысленно держал Таню рядом, ведь девочка перестала разговаривать из-за смерти Тани.
Он не винил никого, но вот отпустить жену никак не мог. А сегодня он чувствовал, что как-то его душа освободилась, и он думал о Тане и, наконец, четко понимал, что Тани нет. Заснул уже под утро. Таня ему больше не снилась. Больше никогда. У них теперь новый этап жизни. Через месяц Марина стояла перед школой. Ее за руку крепко держал папа, а во второй руке был букет для учительницы. Она обязательно будет хорошо учиться, пообещала про себя девочка и, посмотрев на небо, улыбнулась. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.